Это предание уходит корнями глубже самой письменной эпохи. История, высеченная на каменных поверхностях и нанесенная на глиняные таблички задолго до того, как она появилась в тексте книги «Бытия». Повесть о глобальной катастрофе, о воде, накрывшей мир, и об одном судне, построенном, чтобы пережить конец прежней цивилизации. Ноев ковчег. Для миллиардов людей это священное свидетельство веры. Для исследователей древности — эхо глубочайшей травмы человечества, отраженное в эпосе о Гильгамеше, в мифах инков и преданиях австралийских аборигенов. Почти каждая древняя культура хранит память о великой воде, пришедшей очистить землю. Это не просто легенда, это воспоминание. Воспоминание о событии настолько разрушительном, что оно навсегда отпечаталось в коллективном сознании. И в центре этого воспоминания всегда один и тот же образ — корабль, убежище, шанс на спасение. Для большинства ковчег — символ веры, но для некоторых он означает нечто большее. Это не миф, это цель. Объект, ожидающий своего часа, скрытый во льдах или окаменевший в слоях грязи. Они убеждены, что он существует. Они уверены, что его можно обнаружить. И если они правы, то это не просто лодка, это капсула времени. Это мост, переброшенный через тысячелетия к миру, существовавшему до нас. Это доказательство. Доказательство, способное изменить все, что мы знаем о прошлом, о человеческой истории и, возможно, о будущем. Десятилетиями поиски оставались уделом авантюристов, мистиков и мечтателей, людей, движимых верой, жаждой славы или одержимостью. Они взбирались на ледяные склоны, рисковали жизнью в трещинах ледников, тратили состояние на сомнительные карты и туманные пророчества. Но в середине XX века что-то изменилось. В дело вступили правительства, военные структуры, спецслужбы. Поиски перестали быть занятием одиночек. Они превратились в скрытую операцию, а объект поисков оказался зашифрован на секретных картах, спрятан в отчетах разведки и, возможно, скрыт под ледниками одной из самых опасных и стратегически значимых гор планеты. Гора Арарат, Турция. Огромный спящий вулкан на стыке миров. Это не просто гора, это крепость. Пограничная зона, окруженная базами, радарами и колючей проволокой. Долгие годы это была одна из горячих точек холодной войны, место, где НАТО смотрело прямо в сторону Советского Союза. И на ее вершине, по слухам, покоится нечто огромное, нечто, что не должно там находиться. На протяжении многих лет турецкие власти категорически запрещали серьезные экспедиции. Официальная причина — безопасность, поскольку регион был зоной боевых действий с курдскими повстанцами. Но была ли это единственная причина того, что они охраняли? Древний миф или улику? Улику столь невероятную и опасную, что мир не был готов ее увидеть. Нам всегда говорили, что это лишь сказка, красивая легенда для детей. Но в последние годы барьеры начали рушиться. Новые технологии позволили заглянуть туда, куда не мог проникнуть человеческий взгляд. Спутники с разрешением в несколько дюймов. Георадары, способные сканировать Землю на десятки метров вглубь. Электротомография, создающая трехмерные карты подземных структур. И то, что обнаружили на склонах Арарата и в его окрестностях, в месте, которое теперь называют участком Дурупынар, заставило даже убежденных скептиков задуматься. Официальная наука в растерянности, религиозные организации в смятении, а правительства молчат, потому что то, что исследователи находят в Турции, не просто касается древнего мифа, оно поднимает новые, куда более тревожные вопросы. Сегодня мы вскрываем архивы, анализируем рассекреченные спутниковые снимки и заглядываем под землю, чтобы ответить на один вопрос.
Что на самом деле обнаружено на месте предполагаемого крушения Ноева ковчега и почему эта находка вызывает тревогу? Все началось не с археологов. Все началось со шпионов в 1950-е годы. Холодная война в разгаре. Мир, затаив дыхание, наблюдает за ядерной гонкой сверхдержав. Соединенные Штаты и Советский Союз ведут невидимую борьбу за превосходство. Ключевым полем этой борьбы становится небо. Американские самолеты-разведчики Ю-2, прозванные «Леди Дракон», летая на высоте около 70 тысяч футов на границе космоса, фотографируют каждый участок советской территории. Их главная цель — ракетные базы, аэродромы, ядерные объекты. Гора Арарат в Восточной Турции расположена прямо у границы, фактически являясь наблюдательным пунктом НАТО, смотрящим вглубь Советской Армении и Азербайджана. Пилоты Ю-2 фотографировали этот массив тысячи раз. Это была обычная рутина, пока в один день все не изменилось. В 1957, а затем снова в 1973 аналитики Национального центра фотоинтерпретации ЦРУ, изучая зернистые черно-белые снимки, заметили нечто. Нечто, что не было ни советской базой, ни природным объектом. На одном из ледяных плато, на высоте более 4000 метров, из-под ледника выступал объект. Он был огромным, симметричным и выглядел искусственным. Он напоминал корабль. Аналитики пересматривали кадры снова и снова. Он был там, длинный, темный, с четко очерченным изгибом. Они назвали это Араратской аномалией. Объект немедленно получил гриф секретности. ЦРУ не интересовал ковчег. Их интересовало, не является ли это советским радаром, замаскированным объектом или обломками секретного аппарата. Но чем больше они изучали снимки, тем больше вопросов возникало. Объект был частично скрыт льдом, но его контуры просматривались. Длина — сотни метров. Пропорции напоминали корпус судна. Файл десятилетиями переходил между ведомствами. В 1990-е, после окончания Холодной войны, давление общественности, подпитываемое слухами, заставило рассекретить часть материалов. Однако сами снимки аномалии долго оставались закрытыми. Лишь в 2000-е по запросу Порчера Тейлора, бывшего аналитика ЦРУ, несколько кадров были опубликованы. Он был убежден, что на них запечатлена не геология. Изображения зернисты, но на них видна структура, которую трудно объяснить игрой света. Длинная форма с прямыми участками и плавным изгибом лежала во льду. Скептики заявили — это скала. Но Тейлор и другие аналитики сомневались. Геология редко создает столь правильные формы. Затем аномалия изменилась. В 2003-м спутники зафиксировали обрушение ледника. Часть структуры была разрушена или скрыта. Казалось, улика потеряна. Но пока внимание было приковано к вершине Арарата, сенсация произошла ниже, примерно в 20 километрах к югу, в месте без льда. В 1959-м турецкий военный картограф Ильхан Дурупенар анализировал аэрофотоснимки региона для НАТО. Он просматривал сотни кадров, пока на одном не заметил объект, резко выделяющийся среди рельефа. Он был огромен, симметричен и имел форму лодки. Дурупенар был военным картографом и понимал, что природа редко создает столь идеальные очертания. Его рапорт вызвал интерес. Снимок попал в прессу, журнал Life опубликовал его, и мир заговорил о возможном ковчеге. В 1960-м была организована экспедиция. Ученые и военные прибыли на место, ожидая увидеть остатки корабля. Но перед ними оказался гладкий холм из спрессованной глины и камней. Форма была лодкообразной,
длина около 157 метров, что совпадало с библейскими локтями. Однако внутри при раскопках нашли лишь грязь и камни. Официальный вывод был вынесен быстро. Природная геологическая формация, синклиналь, заполненная оползневым материалом. Интерес угас. Но в 1977 на сцену вышел Рон Уайетт, анестезиолог и любитель-исследователь, убежденный, что Дурупынар — настоящий ковчег. Он предположил, что за тысячелетия деревянная конструкция могла минерализоваться. В 1980-е он привез георадар и металлодетекторы. Сканирование показало под поверхностью прямолинейные аномалии, напоминающие переборки. Металлодетекторы фиксировали множество сигналов. Уайетт объявил это заклепками и балками. В 1987-м турецкие власти объявили участок связанным с ковчегом и создали туристическую зону. Однако научное сообщество раскритиковало его выводы. Балки оказались вулканической породой, металл — железистыми конкрециями. Его коллега Дэвид Фассолт позже заявил, что данные могли быть интерпретированы неверно. История затихла, пока в 2010-е годы новая команда геофизиков не провела современное сканирование GPR и электротомографию. Под поверхностью были обнаружены прямолинейные структуры и зоны с иной проводимостью. Интерпретации разошлись. Одни увидели искусственную сетку, другие — геологические трещины и слоистость. Буровые керны показали местные породы и органические остатки. Некоторые исследователи предположили, что если здесь и находился крупный деревянный объект, он мог разрушиться, оставив минерализованный отпечаток. Однако убедительных доказательств существования ковчега не получено. Участок объявлен охраняемой территорией, исследования продолжаются. Тайна остается. И главный вопрос остается открытым. Уникальная геология или археологическая загадка? Пока ответ не найден, легенда о ковчеге продолжает жить. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.